привет, это я, Давидыч, и это тест-драйв от Давидыча. И сегодня я буду снимать свою любимую машину, которую я строил несколько лет. И эта машина обошлась почти в 24 миллиона рублей. И знаете, я подумал, с кем бы мне интересно было записать этот тест. Много ведь всяких людей снимают тесты, там рассказывают про тачки. Есть хорошие, есть плохие, есть гондоны, а есть приятные люди. И я решил сегодня сделать этот тест, и в этом тесте будет участвовать очень приятный человек. Вот он. Привет, это я. Да, это Жорик Ивазов. Сегодня мы с Эриком покажем, расскажем вам про его автомобиль, который просто выносит мозг. Ну вот, приехал я в Питер, и я очень рад просто, да, как тюнинговщик, что у меня есть возможность пощупать эту машину, в которую вложено баснословное количество денег. Эрик любит просто дорабатывать до бесконечности. Я могу сказать точно, что сейчас в этой машине уже сделано все, что могут в России сделать с этой машиной. Все уже Эрик в нее вложил. И давайте посмотрим, что тут. This is not a battle bag, but subliminal messages. Damn it, I'm the devil's bandit, the criminal exorcist. With some motherfuckers with guns, women with breastises. Sending my pendulum swinging, bringing venom effortless. When you're a snake like I am a snake, the giant is great. I ain't scared, so why would you wait for my iron to shake? My hand is steady, look at my gun, damn, it's heavy. And ready to blame into your fam. Прикол был в том, я просто не видел на тот момент машины, к которой можно прийти, знаешь, вот у тебя до хрена бабла, ты приходишь и говоришь, все, я хочу вот это, вот пофигу, сколько оно стоит. И пришлось построить то, что я хочу, ну, то именно под себя. Вот тут примерно вот это получилось. Вот это именно тоже моя философия. Но знаешь, вот все-таки самое вот шокирующее в этой машине — это внешний вид. Как ты пришел к нему? Ведь вначале она была золотая, потом уже появились вот полосы. Да. На самом деле вся история идет в пятерке BMW. Сидим, обсуждаем, типа, сделать хром или золото. Я говорю, слушайте, ну, как бы вроде вульгарно, а вроде и хер с ним. Ее забабахали в золото, она покаталась, потом захотелось что-то новенького. И вот сделали такой стиль, такой дизайн, и так оставили. Это половина машины в хроме, половина в золоте, сверху на золотой пленке идет мат, а там на серебре идут три разные цвета, и это цвет М. Мы настроили, собрали мотор. Мотор практически кастомный, то есть мы приняли определенные решения в постройке этого мотора, которых нету, ну, в принципе, вообще ни у кого в России. Поставили, собрали, поменяли кучу вещей. Форсунки, насосы, валы, программы. Вот все, что можно сделать, мы сделали все. Как там даунпайпы сделали, выхлоп здесь очень правильно настроенный, коллектор тут стоит другой. Все сделано по фэншую. Вот прям все так, как должно быть. Это уже легенда. Да, легенда. Это машина, на которой ты едешь, тебя все узнают. Эрик Давидович – московский стритрейсер, прародитель этого движения в России. Эрик Давидович – персона известная среди жителей интернета и московских стритрейсеров. Организатор проекта «Смотра.ру» Эрик Киташвили. Эрик, Вот за что я тебя люблю, так это за понимание реально. Так, это что такое у нас? Какой охуенный прямик! А, так кажется, он увидел прямик. Я сейчас ебану! Сейчас ебанет. Я ебну сейчас, блядь! Сейчас ебанет. Все, сейчас я жахну. Ну давай, жахни. Сейчас будет жах. Все. Ну давай, жахни. Unit heading up to the code 3 chase. Suspect was last reported southbound on Highway 99. The report party. All units go to condition 2. Try to get in front of this guy, slow him down. Yeah, 16, 10, 20, with the pursuit.
Мы перешили весь салон, мы перешили панель, там пластинки, пластмасски. Мы воткнули сюда монитор, просчитали все по миллиметрам, чтобы никто не мог сказать, что это колхоз. Потому что это, на самом деле это колхоз, но никто не понимает, что это колхоз, потому что четко везде все, понимаешь? Вот, то есть по дизайну, там, по стилю, да, что так прям... я думал, что это так и должно быть, как бы. Все это как обычно. Не, ну обычно же у них монитор чуть сюда, да, вот как бы. Он там внутри, и он как бы, ну, поменьше, прям гораздо. Это, вот эта система НБТ мультимедиа, она быстрее, там лучше процессор, она больше показывает все, там показывает там мощность и крутящий момент, навигация, телефон, радио, все. И тут оно такое удобное, знаешь, вот БМВшники, они уже привыкают к этому моменту, и оно уже все. А что за музыка у тебя стоит? Бен Коллсон. Музыка стоит Бен Коллсон, она на BMW устанавливается. Мы купили усилители, вы купили динамики, купили колонки. Проекция очень удобная штука. Ты видел, да, как проекция работает? Вообще, просто очень круто, когда ты наваливаешь и ты глаза убираешь вот отсюда, и у тебя все там, все внимание там. Я, в принципе, и так сделал достаточно жесткую машину. То есть мы ее занизили. Мы занизили ее на 4 сантиметра. Для чего? Для двух позиций. Первое, чтобы она чуть-чуть лучше рулилась. Ну, такого прям прихода по рулежке не приходит безумного, да? Но все же, чуть получше она рулится, потому что она пониже. Из-за того, что она стала ниже, и сами привода, которые идут от редуктора к колесу, раньше они стояли, знаешь как? Раньше они стояли вот так под углом. То есть, получается, когда ты разгоняешься, машина раскачивается, и привод ломает просто. То есть, почему он ломает? Потому что высота такая. Когда мы занизили, он стал жестче, менее комфортный. Но привода перестали ломаться, и он прям плотно, четко начал стоять на дороге. Не, ну сейчас машина, я вот чувствую, она прям вот заходит в поворот так вот. Ну да, просто вот прям как должна, как будто все замечательно, как будто все прям, она понимает, что происходит, куда ей нужно ехать и кого ей нужно. При этом мы еще вот не в спорт как бы режиме. Да, мы вообще в обычном, мы в обычном режиме. Двигатель в оригинале прошел 154 тысячи километров. И вот сейчас у меня где-то 6 тысяч я проехал, уже там 5 тысяч, 6 я проехал на этом моторе, на новом, который мы собрали. Пока все огонь, масло меняю раз в 3000 километров, 3-5 максимум. Когда наваливаю постоянно жестко, в городе особенно, знаешь, что вот эти крики постоянно, то безусловно приходится масло менять, конечно, пораньше. Салон. Перешили весь салон. Переднее сиденье от семерки BMW мы купили, чтобы ломались спинки. Они мне очень нравятся, то есть ты можешь настроить прям вот четко под себя, чтобы ты прям плотнее, чтобы тебе было удобно, и чтобы при этом ты реально плотно сидел за рулем. Пристегиваюсь всегда, даже на парковках, вот даже в гараже, я не знаю, 100 метров я проеду, я всегда пристегиваюсь. Я прям как вот за закон себе сделал, потому что это очень важно. И чуваки, которые смотрят там, вот Давидыч летает, я им всегда говорю, пацаны, даже я пристегиваюсь. То есть это просто должно быть за закон. Здесь усиленная коробка передач с очень мощными и серьезными фрикционами. Она может выдержать 1500-2000 лошадиных сил. Ненадолго, но, как ненадолго, но я думаю, 1020 она пройдет. А в этих задачах, там, в районе 1000 лошадиных сил, она готова пройти там 200, 300, 500 тысяч километров. Но нужно постоянно за ней ухаживать. Усилили раздатку, значит, которая раздает по редукторам вперед-назад. Тоже сделали фрикционы нормальные, правильные. Втулки поменяли, резиночки, сальнички. Вот по мелочам просто огромная гора деталей. Все поменяли. Колеса поставили Performance, да, 21-е, то, что я говорю, 385 с полка. Но вот заводские колеса кованые, они реально очень крепкие. А дороги, полное говно. Мы проехали в том году пробег 16,5 тысяч километров. За 16,5 тысяч километров я их правил 8 раз. Наверное, я бы просто 2-3 комплекта обычных колес просто убил бы там и выбросил бы. То есть, они очень, крутые. Резина дорогая, бесит это, конечно. Но иначе она не будет держать, понимаешь? Не будет стоять. Люк панорамный, прикольный, но я, по сути, если сейчас не пользуюсь, он очень тяжелый. То есть он весит там 110-120 килограмм. Это реально дохрена, это много. А сиденья, тоже тяжелые, там почти там, по 85 килограмм, там, по 75 сиденья. Это много. Но зато комфортные. То есть я при этом кайфую. То есть мне надо выбирать, если хочешь там полную гонку, да, окей, там ставь ковши, наваливай на ковшах. Настроили программное обеспечение блока управления мотора, блока управления коробки. Машина в гоночном ВМ-режиме, полный бак, это 85 литров, она его съест за 30 километров. 30 километров. Просто будет сожран полный бак. М-режим включил, газ пол попер. 30 километров, у тебя бак пустой. В М-режиме она не просто собирается, да, в кулак,
У нее коробка работает в спортивном режиме, увеличивается давление, увеличивается в связи с этим скорость переключений и жесткость переключения. А по-другому работает раздатка. Раздатка X-Drive система, она ей раскидывает, говорит, смотри сюда, смотри сюда, смотри сюда. Она может до 100% кинуть на одно колесо. На одно. То есть все 100% мощности, она будет понимать, что вот мы залетаем в поворот, 3 колеса там в воздухе, и они там или на льду, а задняя нормально в зацепе. Она все отдаст И на вот заднюю. она вытянет. Вытянет, она всю мощность отдаст на одно колесо. На одно. То есть, ну, это очень круто. Поставили руль, чтобы это все работало, нам пришлось сделать невероятно. То есть в чем основная проблема? Ну, представим, что эта машина немец. Она говорит на немецком языке. Она E-серия. Выходит новая серия F. Она говорит на французском языке. И нужно сделать так, чтобы французские блоки общались с немецкими, и при этом они друг другу не создавали проблем. Приходилось делать некий блок, который будет получать информацию на немецком языке, переводить на французский и отправлять уже, соответственно, То есть дальше. есть посредник, который вот Да, это все связывает. да, есть еще мультимедиа, потому что когда эту машину диагностируют, она в полной уверенности, что кузов это как бы одна жизнь, а то, что там этот кузов тащит, это мотор, коробка и все остальное, это как бы это другая жизнь. И оно, соответственно, вот, работает именно таким образом. Блоки, да, по диодной оптике. На эти фары нужно 6 блоков. 6 специальных блоков, они занимаются разными абсолютно задачами, но эти 6 блоков, они управляют непосредственно этими фарами. 6 блоков просто освещает да, для освещения? Да, 6 блоков. То есть мы купили не просто фары, мы купили фары, купили эти 6 блоков, запрограммировали их правильно, чтобы они нормально работали. Она на маленькой скорости показывает большой пучок света. То есть она просто раскидывает, она понимает, что мы никуда не спешим. Как только мы начинаем увеличивать скорость, то есть если мы будем ехать 250, она этот свет вот так соберет весь пучок, не будет его растрачивать на боковые 6, потому что она понимает, что мы там едем 200-250. Она в точку будет светить, просто прям пучок будет в точку Полностью светить. интеллектуальное освещение. Она сама понимает, что происходит. Понимаешь? То есть она вот, ну, как бы понимает, если мы несемся, надо туда светить, если мы там руль сюда повернули, значит, надо туда светить. Если мы там тормозим, ты же тормозишь, у тебя морда осаживается, Да. правильно? Что должны сделать фары? Подняться, понимаешь? То есть, и вот этих вещей там куча. Вот знаешь, Эрик, у тебя много фанатов, да. Вот мы с собой ездим, я вижу, люди смотрят постоянно, вот что-то нам маячит. Но я знаю теперь, чей ты фанат. Ты фанат своего автомобиля. Потому что ты не только деньги на него тратишь, но ты же и время, и нервы. Вот Да. все, вот эти эмоции ты вложил сюда. Я тебе могу сказать, что просто я поражен тем, насколько ты досконально все в ней вот просчитал, вот именно под себя все сделал полностью. Все мелочи, все нюансы, просто поразительно. Вот смотри, вот этот спорт режим, да, она вообще другая становится. Сотка. 150. Соответственно. Тормоза просто какие-то газы. Чем ты... То есть она тормозит ровно столько, сколько ты хочешь. То есть тут вопрос уже не в технической части, а в возможностях. То есть она говорит, у тебя там нормально печень, почка, Да. там ничего не болит, а ты говоришь, Можно да, просто вот. да, ты говоришь, можно, окей, все нормально. Она говорит, ну окей, смотри, держись. И все, и начинает просто оттормаживаться. Не, ну тормоза просто фантастическую работу выполняют. Все, сотка. Как эти тормоза, вот эти 2,5 тонны, вот буквально Просто. несколько метров, и вот Да, вот это происходит за счет тормозной площади. вот просто вот по городу ты гоняешь, да? Да. Вот. А часто бывает, что кто-то хочет тебе упереться, кто-то хочет там с тобой, знаешь, вот ты раз, Да, постоянно. просто как вызов звучит. То есть можно просто подъезжать к Ламборгини, опускать стекло и говорить, ну что, малышка? Такой, ты че, блядь, с моей тёлкой знакомишься? Иди нахуй, блядь, прям, понимаешь, прям можно ему сразу, прям, тёлка, садись к нам, блядь. Он не догонит, блядь, нас. Понимаешь, можно эти вещи делать. А вот этот звук, вот который какой-то вот я слышу, такой хлопок бывает при переключении. В момент переключения выстрел происходит, вот знаешь, когда турбины на японских машинах делают так. Ну да, вот у меня. Да, а вот здесь просто такое давление, что, блядь, ему деваться некуда, он такой, фу, блядь. Сзади люди, конечно, ну, пугаются. Я думаю, как эту ситуацию поменьше сделать, хотя, ну, не знаю. Мне по кайфу, то есть выстрел реально прям, ты понимаешь, что какое-то зло там сзади происходит. Ну, что-то там варят, какой-то суп, блядь, нездоровый, блядь, и очень острый, походу, понимаешь? Выхлопов много мутил, поставил, этот выхлоп называется Eiserman Race. Самый сбалансированный
тихом состоянии. Вот сейчас у нас тихое состояние. То есть сейчас машина, как обычный X, никаких шумов, ничего. И мне это удобно, потому что, знаешь, приезжаешь там вечером, да, там спит кто-то в доме, там, еще что-то, чтобы не пердеть. То есть, да, все супер, ты крутой чувак, но ты должен еще и уважать людей. Поэтому выключил, спокойненько проехал, тихонечко, замечательно. День, можно пошуметь, можно там погонять, или там ночью можно погонять, где-то на трассе включил для своего кайфа. На новых BMW сейчас идет такая тенденция, что звук от машины передается через динамики. Да. Странно, что в этих машинах, в этих комплектациях нет еще резиновых баб и безалкогольного пива. Как можно, блядь, сделать BMW там M5 или M4 и сделать такую вещь, чтобы звук шел через тоже динамики? звук идет через динамики. Да! Нет, У ну, M5 там и у фейк. M4 звук идет через динамики. Представительство там в BMW, слышите меня сейчас? Вот я вам рекомендую это самое, резиновых баб класть в M4. Пацанам понравится. Ну, не всем, конечно, но понравится. А кому-то, бля, мужиков кладите. Видишь, клиент какой-то не очень такой скользкий, блядь. Мужика ему, бля. Афроамериканцев двух, блядь. А вот здесь две турбины сверху, да? У этого Да, мотора? в развале они находятся, то есть стоит V-образник, и вот они находятся вот здесь прям под панелью, вот тут прям внизу. Они выходят с коллектора, идет паук, то есть идет паук, он закидывает это все, подключается к турбине, и потом дальше вот через даунпайп пошло уже оно вниз. Турбины, они делят диапазон определенный, то есть первый диапазон идет там где-то с 2,5, там с 2,5, там идут там 3,5 до 4. И потом вторая турбина уже добивает. Турбина как расходник здесь работает. При этой настройке, ну, объективно. Там, не буду, да, вам говорить, что это там все надежно. Турбины, конечно, вот при том, что ты видишь и слышишь, оно должно умирать, ну, понимаешь, да? Безусловно, есть нагрузка на двигатель. Это все чудеса. Ну, и она есть. Но это не может быть просто такие вещи. Конечно, она есть. Но если вот в этой настройке от машины проедет 100 тысяч километров, я буду рад. И, кстати, BMW, у тебя же BMW есть? Чем больше они получают пизды, тем больше Вот они тут я живут. полностью Просто согласен, я вообще не верил в это. Я в это не верил, я тебе клянусь. Я думал, ну хуйня, как можно механизм ебать, а он будет нормально себя чувствовать. А оказывается, его чем жестче ебешь, тем лучше он себя чувствует. Там, Машина. видимо, все продувается, вот эти все каналы масляные, ну там под нагрузкой, все горячее, все, блядь, прогоняется. Это да. Но смотри, Эрик, я вижу, что ты, мне кажется, не остановишься. Мне кажется, ты что-то еще будешь в дальнейшем с ней делать. Есть у тебя какие-нибудь планы, может? Я Что хотел, дальше? короче, хотел вообще к тебе обратиться по одному вопросу. Я хотел сделать поступок. Какой? Ну, знаешь, люди прям вот поступки делают в жизни, ну, такие, блядь, прям, ну, прям Разные. решения. Я думал взять Приору. Занизить? Да, это хуйня или нет? Бля, Эрик, ну понимаешь, это крайняя ступень, вот когда ты все прошел в мире тюнинга, да? Только потом надо брать Не, Приору. да, вот когда ты вот все прошел, все, вот ты уже во всем повидал, ты знаешь, как вот в Тибете, там, как этот умер, там, да, этот да, актер, который да. там. Вот после этого ты можешь только взять Приору и обрезать ей пружины. Только после этого. И вот если ты увидишь вот просто едет Приора, когда за заниженными пружинами, ты просто должен, в смысле, вот резко вправо давать, да, и вот сидеть и вот дрожать. Dead niggas on the premises, I send you. Zulu nigga with a motherfucking fence spear. I've been clear, get your fucking ass in here. The shit niggas talk don't impress, cause I've been there. I've done that, motherfuckers best to run back. Slap yourself and get your gun shot. Cause niggas don't Давай! You ain't ready for this nigga, brother. Tell me, getting sweaty, cause I'm picking with your baby pepper. I came to bring the team back. Rough neck, swinging with the motherfucking team back. It's been enforced by 4 horsemen. The course awesome, never lost the race awesome. Like a mob boss, I'm cautious. Ничего. В следующий раз. Пойдем хоть чиксом сфоткать. Мне потребовалось почти 5 лет для того, чтобы я построил ту тачку, которую я хочу. То есть мы, по сути, переделали вообще абсолютно все. Мы переделали
и салон, и мультимедиа, и подвеску, и двигатель, и раздатку, и коробку. Она может перерабатывать 1500 лошадиных сил и почти 2000 крутящего момента. Она будет держать, она проедет 1020, наверное, километров и дальше развалится. В данный момент в машине почти 1000 лошадиных сил. Почему почти? Потому что мы еще не определились, сколько мы хотим. Сколько мы можем? Можем 1006 лошадиных сил и 1400 крутящий момент. Но когда мы на такой мощности замерили автомобиль на стенде, у нас рассыпался задний редуктор. Там просто была стружка с маслом. Задние привода мы поменяли. Сейчас мы сделали примерно 750-800 лошадиных сил и 1000 крутящий момент. Мы сейчас находимся на испытаниях. Пока катаемся, кайфуем, смотрим, дальше будем диагностировать и смотреть железо, что же с ним произошло. Мы переделали все. Я просто построил ту тачку, которую я хотел. По пленке постоянная жесткая затратная часть. Заключается эта проблема в том, что каждый год я полностью переклеиваю этот автомобиль. Для того, чтобы он выглядел достойно, для того, чтобы я от этого кайфовал. Но в стоке эта машина не такая. Мне на самом деле, пацаны, очень сложно объяснять те чувства, которые я с этой машиной пережил. И мне сложно рассказывать про эту тачку. И я не знаю, ну как тест-драйв. Тест-драйв в 5 лет. Я люблю эту тачку и, наверное, я эту тачку оставлю. Ее нет смысла продавать. Она обошлась почти в 24 миллиона рублей. Коробка стоит 650 тысяч. Мы здесь 4 новые купили. Мы поменяли 4 раздатки на протяжении всего этого времени. А у нас отвалилось 13 приводов. Мы переломали вообще все. Просто. Но мы изучили ее полностью. Я знаю эту машину полностью. И я от нее кайфую. Это, наверное, как... Знаете, когда, ну так, конечно, нельзя сравнивать, но когда у кого-то есть в семье там, больной ребенок или там у твоей второй половины что-то произошло, ты все равно, это твое, родное, ты не можешь от этого отказаться, ты не можешь это бросить. И я не могу ее бросить, я ее очень люблю. Это был тест-драйв от Давидыча. Всем пока. Sono il king come Natcol e finché lo ripeto ti convinci che ho ragione. Dovrei aprirti gli occhi ma sei nato per mettere le tue nerve. La tua vita chiude dietro sembra che lo sfondo verde. Bella questa festa di merda. La tua testa è ancora caduta e se non te la apro a che serve? Dovrei cercare un alibi. La vita cambia totalmente come cambio gli abiti. Non ti fidare. Вот это свой круг таких вещей наделал. Dio mi parla nel sonno, dice dividi le masse, chiede se i politici pagano mai le tasse. Per lo show chiama 3 volte 6, per il flow non serve translate. Shake, shake, shake your blood. Ну, короче, блядь, панель говно, блядь, ручка говно, вот сюда, посмотри. Иди нахуй, блядь, прям понимаешь, прям можно ему сразу...